предыдущей серии. Идеальный брак Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен оказался лишь красивой иллюзией для прессы и золотой тюрьмой. Раздавленный горем Бурак был вынужден жениться на Фахрие, исполняя последнюю волю своей умирающей матери. Ситуацию усугубляет жестокий брат Фахрие Каан Урганджиаглу, который угрожает уничтожить всю семью Бурака за малейшую оплошность. Задыхаясь от тотального контроля, Бурак сбегает из особняка глухой ночью и растворяется в узких улицах дождливого Стамбула. Там он случайно сталкивается с разъяренной Неслихан, проливая горячий кофе на ее рабочие эскизы. Их взгляды пересекаются, и Бурак, стоя на коленях в луже, впервые за долгие годы чувствует себя по-настоящему живым. Но он еще не знает, что в этот самый момент Фахрие хладнокровно следит за каждым его шагом через секретный маячок на экране своего телефона. Красная точка на экране смартфона мерцает в полной темноте роскошной спальни. Фахрие Эвджен стоит у панорамного окна, холодный свет от экрана смартфона освещает ее бледное, напряженное лицо. Она медленно проводит идеальным маникюром по экрану, увеличивая масштаб карты ночного Стамбула, где застыл сигнал GPS-трекера. В ее глазах нет ни слез, ни отчаяния, в них горит лишь ледяная, всепоглощающая ярость собственницы, у которой пытаются отнять ее самую дорогую вещь. Фахрие прекрасно знает, что Бурак сейчас не на деловой встрече и не на ночных съемках, потому что его машина припаркована в темном переулке старого города. Тем временем в этом самом переулке проливной дождь безжалостно бьет по мокрому асфальту, смывая остатки пролитого горячего кофе. Бурак Озчивит, звезда первой величины и наследник огромного состояния, продолжает стоять на коленях прямо в грязной луже. Он завороженно, почти не дыша, смотрит вслед уходящей девушке, которая только что накричала на него за испорченные рисунки. Неслихан даже не оборачивается, она быстрым шагом скрывается за поворотом узкой улицы, крепко прижимая к груди уцелевшие эскизы. Бурак медленно опускает взгляд и видит на мокром камне один забытый лист бумаги, который чудом не размок под дождем. Он осторожно поднимает рисунок дрожащими руками. На плотной бумаге черной тушью нарисован странный, но невероятно притягательный анимированный персонаж с огромными выразительными глазами и абсолютно без носа. Этот необычный, лишенный привычных черт маскот почему-то вызывает у Бурака первую за последние 5 лет искреннюю, теплую улыбку. Он аккуратно сворачивает мокрый лист, прячет его во внутренний карман своей черной толстовки и медленно идет к машине, чувствуя, как его сердце бьется в новом, забытом ритме. Наступает хмурое, серое утро, тяжелые тучи нависают над Босфором, не пропуская ни единого луча солнца. В огромной столовой особняка Озчивитов царит мертвая, звенящая тишина, прерываемая лишь легким звоном серебряных приборов о фарфоровые тарелки. Фахрие сидит во главе длинного стола с идеальной осанкой, неспешно попивая черный чай и не отрывая тяжелого взгляда от мужа. Бурак сидит на противоположном конце стола, уткнувшись в экран планшета, всем своим видом демонстрируя полное безразличие к происходящему. Фахрие аккуратно ставит чашку на блюдце, издавая резкий, раздражающий звук, который эхом разносится по пустой комнате. «Ты вчера поздно вернулся, дорогой», – произносит она мягким, сладким голосом, в котором скрыта смертельная угроза. Бурак даже не поднимает головы от экрана, лишь слегка передергивает плечами. «Я просто гулял, мне нужно было подышать свежим воздухом перед новыми съемками», – сухо отвечает он, стараясь контролировать каждое слово. Фахрие медленно улыбается одними губами, ее глаза остаются холодными и пустыми, как у хищника перед прыжком. Она ничего не отвечает, лишь грациозно поднимается из-за стола и бесшумно покидает столовую, оставляя Бурака наедине с нарастающим чувством тревоги. Спустя 2 часа черный тонированный Мерседес Фахрие останавливается у элитного закрытого клуба в центре города. Она сидит на заднем сиденье, когда дверь машины открывается, и внутрь садится молодая, дерзкая девушка в дорогих солнцезащитных очках. Это Афра Сарачиглу, младшая сестра Фахрие, высокомерная красавица, привыкшая получать от жизни все самое лучшее по первому щелчку пальцев. Афра снимает очки, небрежно бросает сумку на сиденье и с легкой насмешкой смотрит на свою старшую сестру. «Ты никогда не зовешь меня просто так, Фахрие, выкладывай, кого нужно уничтожить на этот раз», – с ухмылкой произносит Афра. Фахрие достает из сумочки плотный белый конверт и небрежно бросает его на колени сестре.
Твой зять начал вести себя странно, я хочу знать каждый его шаг, каждую минуту его времени, пока он находится вне этого дома», – холодно чеканит Фахрие. Афра открывает конверт, видит внутри солидную пачку наличных купюр и расплывается в довольной, хищной улыбке. Она соглашается на сделку, не подозревая, что эта игра в шпионов навсегда перечеркнет ее собственную спокойную жизнь. Ближе к вечеру Неслихан сидит за угловым столиком в уютной, шумной кофейне, нервно постукивая карандашом по пустому блокноту. Напротив нее сидит Ханде Эрчел, ее лучшая подруга и пробивная журналистка популярного светского портала. Ханде внимательно слушает рассказ Неслихан о ночном столкновении, одновременно листая ленту новостей в смартфоне. «Ты хочешь сказать, что какой-то парень в капюшоне испортил твои эскизы, не показал лица, а ты теперь сидишь и вздыхаешь по нему?» – с иронией спрашивает Ханде. Неслихан заливается румянцем, пытаясь оправдаться, а она машет руками и уверяет, что просто злится из-за потерянного рисунка своего маскота без носа. Внезапно колокольчик на входной двери кофейни издает звонкий звук, заставляя Неслихан рефлекторно повернуть голову. В дверях стоит высокий мужчина в темном пальто и низко надвинутой кепке, его лицо наполовину скрыто плотным шарфом. Это Бурак, он потратил 5 часов, чтобы найти это место, обойдя все кофейни в том самом районе, где они столкнулись прошлой ночью. Их взгляды встречаются через весь зал, время вокруг них мгновенно замедляется, звуки кофемашины и чужих разговоров превращаются в глухой белый шум. Бурак медленно подходит к их столику, не обращая внимания на подозрительный, цепкий взгляд журналистки Ханде. Он молча достает из внутреннего кармана пальто аккуратно свернутый лист бумаги и кладет его прямо перед Неслихан. Неслихан смотрит на свой спасенный эскиз, затем медленно поднимает глаза на незнакомца, чувствуя, как у нее перехватывает дыхание от его пронзительного взгляда. Тем временем на другом конце Стамбула Афра Сарачиглу уверенным шагом заходит в подсобное помещение элитного казино, следуя за сигналом на своем телефоне. Она уверена, что сейчас поймает Бурака с поличным, возможно, в компании дешевых танцовщиц или сомнительных бизнесменов. Афра резко распахивает тяжелую дубовую дверь, держа телефон наготове с включенной камерой. Но объектив ее камеры фиксирует не Бурака, а совершенно другого человека, который сидит за столом, заваленным фишками и белым порошком. Это Мерт Рамазан Демир, младший брат Бурака, бунтарь и прожигатель жизни, который сейчас выглядит бледным, испуганным и загнанным в угол. Мерт вскакивает из-за стола, его глаза расширяются от ужаса, когда он видит младшую сестру всемогущей Фахрие, снимающую его позор на видео. Афра медленно опускает телефон, и ее первоначальное разочарование мгновенно сменяется триумфальной, зловещей улыбкой. Она понимает, что только что получила абсолютную власть над младшим братом человека, которого так боится потерять ее сестра. В кофейне Бурак наклоняется ближе к Неслихан, опираясь руками о край столика, их лица оказываются на расстоянии всего нескольких сантиметров. «Я обещал, что все исправлю», – произносит он своим глубоким, бархатным голосом, от которого у Неслихан по спине бегут мурашки. Ханде, сидящая напротив, прищуривается, и ее профессиональное чутье журналиста буквально кричит о том, что голос этого незнакомца ей очень знаком. Ханде незаметно тянется к своему телефону, включая диктофон, пока Бурак, не сводя глаз с Неслихан, начинает медленно опускать шарф со своего лица. В этот самый момент в роскошном особняке Фахрие сидит перед туалетным столиком, расчесывая свои длинные темные волосы перед огромным зеркалом. Дверь в спальню резко открывается без стука, заставляя Фахрие вздрогнуть и выронить тяжелую золотую расческу на пол. На пороге стоит Каан Урганджаглу, ее старший брат, его лицо искажено гневом, а в руках он сжимает смятую распечатку с банковских счетов. Каан делает шаг внутрь комнаты, плотно закрывает за собой дверь и бросает бумаги прямо на туалетный столик сестры. «Твой муж считает нас идиотами, Фахрие. Он только что арендовал скрытый дом на окраине города через подставную фирму», – рычит Каан, нависая над сестрой. Фахрие смотрит на банковскую выписку, и ее идеальное лицо превращается в безжизненную маску, а в глазах вспыхивает пламя безумия.